В глухом лесу, расположенном на севере страны, произошло открытие, которое потрясло ученых и исследователей. Десятилетиями этот лес считался недоступным, окутанным мифами и легендами о потерянных цивилизациях и чудовищах. Но в одну из ранних осенних ночей группа исследователей, вооруженная современным оборудованием и любопытством, решилась на рискованное приключение. Они отправились вглубь леса, где свет никогда не пробивался сквозь густую листву. Через несколько дней после начала экспедиции команда наткнулась на странную пещеру, скрытую за старыми деревьями и кустами. Внутри пещеры на каменном алтаре лежало тело. Исследователи были поражены, когда поняли, что это не просто останки. Перед ними находился человек, которому, по оценкам ученых, было 291 год. Никакие известные методы датирования не могли объяснить, как это возможно. Недалеко от тела исследователи нашли фрагменты древних артефактов, каменные инструменты и керамические изделия, покрытые загадочными символами. Группа, состоящая из антропологов, археологов и биологов, осознала, что они стали свидетелями уникального события, которое может изменить представление о человеческой истории. Как этот человек смог дожить до такого возраста? Какое общество могло существовать в этих диких лесах? Команда решила зафиксировать находку и провести первичное исследование. Они установили оборудование для анализа и начали собирать образцы ткани и почвы вокруг находки. Вскоре они заметили, что тело сохранялось в идеальном состоянии, словно было заморожено временем. Система хранения, примененная природой, казалась невероятной, но факт оставался фактом. Человек, найденный в глухом лесу, был живым свидетельством давно забытых эпох. Ночью, когда лес становился особенно таинственным, исследователи обсуждали свои находки у костра. Каждый из них чувствовал, что эта находка может привести к научному прорыву. Они начали обмениваться мнениями о возможном происхождении человека и его культуре. Кто были его предки? Какова была их жизнь в условиях, которые сейчас кажутся невыносимыми? Неожиданно один из исследователей заметил, что в округе начали происходить странные события. Звуки, которые казались далеким шепотом, привлекли внимание всех присутствующих. С такими мыслями в голове группа решила, что нужно продолжать исследование, несмотря на страх и неопределенность. Они понимали, что находка в глухом лесу — это не просто случайность, а шанс раскрыть тайны, которые оставались скрытыми на протяжении веков. Каждый из них чувствовал себя частью чего-то большего, чем просто научной экспедицией. Впереди их ждало множество загадок, и каждый шаг будет приближать их к раскрытию одной из величайших тайн человечества. Исследователи, собравшись в кругу, приняли решение о дальнейших действиях. Одна из антропологов дрожащими руками начала документировать находку, фиксируя каждый мельчайший нюанс. Она заметила, что кожа тела была не только удивительно целой, но и обладала необычной текстурой, напоминающей кожаную оболочку. Эта находка ставила под сомнение все известные научные теории о процессе разложения тканей. Другой участник экспедиции, биолог по имени Алексей, вскоре начал анализировать окружающую флору и фауну. Он собрал несколько образцов почвы и растений, чтобы выяснить, как именно окружающая среда могла способствовать такому удивительному состоянию тела. С каждым проведенным часом напряжение нарастало. Их находка была не просто научным открытием, это могло быть ключом к пониманию целой утраченной культуры. Внезапно в тишине леса раздался треск веток, исследователи замерли, обернувшись в сторону звука. Из-за кустов вышел местный охотник, облаченный в традиционную одежду. Он был сильно удивлен увиденному и, увидев их оборудование, начал говорить на непонятном языке. Исследователи попытались установить контакт, но безуспешно. Мужчина начал жестикулировать, указывая вглубь леса, словно призывая их следовать за ним. Несмотря на опасения, группа решила довериться инстинкту. Охотник повел их через густые заросли и вскоре остановился у скрытого водоема. Вода была кристально чистой, а на дне виднелись странные камни, напоминающие те, что были найдены в пещере. Охотник показал на один из камней, который, по его словам, был священным. В его глазах читалась тревога, когда он указал на лес и произнес несколько слов. Исследователи, не понимая языка, начали догадываться, что охотник предупреждал их о чем-то. Алексей, изучая странные узоры на камне, заметил, что они совпадали с символами, найденными на керамических изделиях рядом с телом. Этот камень мог быть связующим звеном между их находкой и местной культурой. Между тем в лагере разгорелись споры о том, как действовать дальше. Некоторые считали, что нужно вернуть тело в научные лаборатории для детального анализа, а другие настаивали на том, чтобы уважительно отнестись к находке и оставить ее там, где она была найдена.
Никто не мог предсказать, какие последствия вызовет это открытие в научном сообществе и в обществе в целом. Внезапно в небе послышался гул, и группа обернулась. Высоко над лесом пронесся вертолет. Это был спасательный отряд, который сообщил об угрозе надвигающейся буре. Параллельно они привезли дополнительное оборудование и специалистов для изучения находки. Если вам понравилось наше открытие в глухом лесу, и вы хотите, чтобы мы продолжали искать ответы на загадки прошлого, не забудьте подписаться на канал. А если хотите, чтобы наши исследования шли быстрее, у нас есть специальная кнопка доната. Ссылка в описании или QR-код на экране. Вы же не хотите, чтобы наш 291-летний герой ждал слишком долго, правда? Страх и волнение переполняли исследователей, но в то же время это расширяло их возможности для дальнейших исследований. Охотник, не понимая слов спасателей, вновь начал жестикулировать, указывая на лес, но теперь его выражение лица стало еще более тревожным. Исследователи почувствовали, что у леса есть свои секреты, которые нужно сохранить от вмешательства. Вопрос оставался открытым. Что именно они собирались обнаружить в глухом лесу, и какие тайны он все еще скрывает? Исследователи, напряженно обсуждая предстоящую бурю, осознали, что их находка требует немедленного анализа. Алексею и его команде необходимо было понять, кто же был этот человек, найденный в пещере. Для этого они начали собирать дополнительные данные о его теле. Параллельно с охотником, который продолжал настойчиво указывать на лес, они установили временные палатки около водоема. Спасатели, прибывшие на вертолете, принялись помогать с логистикой и обеспечением безопасности. Алексей взял на себя ответственность за первичный анализ тела. Он тщательно осмотрел его, фиксируя каждую деталь, начиная от состояния кожи и заканчивая структурой костей. Внимание привлекли зубы. Их состояние указывало на то, что человек не сталкивался с серьезными заболеваниями, что в свою очередь ставило под сомнение теории о старении. Ученые знали, что на данный момент средняя продолжительность жизни человека едва достигает 80 лет. Как мог человек дожить до столь почтительного возраста? К тому же в ходе осмотра Алексей заметил, что на теле отсутствовали любые следы травм или болезней, которые могли бы оставить заметные последствия. Это наводило на мысль о том, что человек, возможно, обладал уникальной генетикой или находился в условиях, способствующих долголетию. Это открытие усиливало интригу и подталкивало команду к дальнейшим исследованиям. Тем временем другой исследователь, Мария, изучала артефакты, найденные в пещере. Она обратила внимание на керамические изделия, покрытые странными символами. Сравнив их с известными древними культурами, она заметила поразительное сходство с культурами, существовавшими в прошлом, но не имевшими возможности пересекаться с современными. Это открытие заставило ее задуматься о возможных связях между найденным человеком и исчезнувшими цивилизациями. На фоне этих исследований охотник, продолжая настоятельно указывать на лес, вдруг замер. Его глаза расширились от ужаса. Он указал рукой в сторону, где, казалось, из леса поднимался туман. Туман медленно заползал через деревья, обвивая их, как призрачные руки. Это зрелище вызывало тревогу среди исследователей. Они понимали, что если туман достигнет их лагеря, то их исследования могут быть поставлены под угрозу. Алексей, осознавая нарастающее напряжение, собрал команду для обсуждения ситуации. Они решили, что необходимо взять образцы тканей и артефактов и переместить все в безопасное место. Тем не менее, охотник неожиданно заговорил с ними на смеси своего языка и жестов, показывая, что туман — это не просто природное явление. Исследователи начали понимать, что он предупреждал их о чем-то более серьезном, чем просто погодные условия. С учетом всех этих факторов, команда приняла решение отправиться вглубь леса, следуя за охотником, чтобы выяснить, что именно он пытается донести. Они понимали, что исследование их находки может привести к неожиданным открытиям, и глухой лес, казалось, хранил в себе ответы на вопросы, которые не давали им покоя. Впереди их ждали тайны, которые могли изменить представление о человеческой истории и будущем. Охотник, уверенно шагая вперед, повел группу через густые заросли. Туман, казалось, стал гуще, и каждый шаг вызывал у исследователей все большее беспокойство. Алексей, держа в руках образцы, чувствовал нарастающее напряжение. Их находка обрастала тайнами, и каждая новая деталь только увеличивала вопросы о происхождении человека, который был найден в пещере. Внезапно охотник остановился у большого деревья с широкими корнями, вытянувшимися как щупальца. Он указал на землю, где были видны следы, напоминающие обувь, но явно большие, чем у современного человека.
Следы вели вглубь леса и, судя по их размеру, могли принадлежать существу, о котором ученые даже не задумывались. Команда остановилась, и в воздухе повисло напряжение. Все понимали, что подобные следы могут указывать на существование других, возможно, разумных форм жизни, которые обитают в этих краях. Охотник, видимо, был не в восторге от этой находки и начал громко произносить слова, которые никто не мог понять. Он явно был встревожен и продолжал указывать в сторону следов. Алексей обратил внимание на то, что Мария склонилась над керамическими изделиями, которые они принесли с собой. Она вспомнила о символах, найденных на артефактах, и начала сопоставлять их с рисунками, которые она видела в книгах о древних культурах. Внезапно ей пришло в голову, что некоторые из этих символов могли быть частью языка, который использовали жители этого региона. Она предложила команде изучить связь между найденными артефактами и загадочными следами. Несмотря на страх, исследователи обсудили, что у них есть шанс раскрыть тайну происхождения найденного человека. Они решили взять образцы с места, где виднелись следы. Внезапно охотник закричал и указал на небо. Вдоль горизонта появилось нечто необычное, нечто вроде темного облака, движущегося с неведомой скоростью. Это было похоже на дрон, но исследователи могли лишь гадать о его предназначении. Вскоре дрон завис над их лагерем, и к ним на связь вышел голос, который представился как представитель научной ассоциации. Он сообщил, что у их группы возникли подозрения по поводу незаконной деятельности и что они должны покинуть лес немедленно. Исследователи были в замешательстве. Им стало ясно, что их открытие привлекло внимание не только научного мира, но и, возможно, более темных сил. Алексей и Мария обменялись тревожными взглядами. Они понимали, что их шанс раскрыть тайну происхождения человека и его культуры стремительно исчезает. Охотник снова стал вести себя странно. Он начал указывать в сторону, где следы исчезали в лесной тьме. Исследователи почувствовали, что если они не последуют за охотником, то их открытие может быть утеряно навсегда. Собрав все необходимое оборудование, группа приняла решение рискнуть и двигаться дальше в лес. В то время как туман заворачивал их в свои объятия, они понимали, что каждый шаг может стать решающим в их поисках истины. Тайна, которую они стремились разгадать, становилась все более опасной и многослойной, и каждый след в лесу мог привести их к разгадке или на крайнее предательство. Погружаясь глубже в лес, исследователи чувствовали, как окружающая их природа становится все более странной. Туман окутывал деревья, и звук шагов смешивался с шепотом листвы. Охотник уверенно вел их дальше, и вскоре они оказались на клиринг, где стояли огромные каменные конструкции, напоминающие древние руины. Эти великаны, покрытые мхом или шайниками, казались свидетелями многих эпох. Исследователи стали внимательно осматривать место, когда охотник вдруг замер и указал на один из камней. На нем были выгравированы символы, которые совпадали с теми, что они нашли на керамических предметах. Участники экспедиции переглянулись. Это была возможность разгадать тайну не только найденного человека, но и всей исчезнувшей культуры. Алексей начал делать фотографии и зарисовки, а Мария вскоре присоединилась к нему, изучая символы с особым вниманием. Охотник, казалось, переживал. Его лицо выражало смесь страха и благоговения, и он снова заговорил на своем языке, повторяя одни и те же слова. Исследователи не понимали, что именно он хотел сказать, но ощущали, что его слова имели важное значение. Когда команда сосредоточилась на символах, вдруг раздался глухой звук, как будто что-то большое и тяжелое упало на землю. Они обернулись и увидели, как часть леса дрожит, а затем перед ними из-за деревьев вышло существо. Оно выглядело как человек, но с необычными чертами. Его кожа была сероватого оттенка, а глаза слишком большие и блестящие. Этот человек, похоже, был одет в длинную накидку из местного материала, и его движения были плавными и уверенными. Исследователи замерли от шока, не в силах отвести взгляд. Охотник, увидев его, отступил на шаг, как будто почувствовал угрозу. Существо, заметив людей, остановилось и, казалось, начало изучать их. Алексей, переборов страх, сделал шаг вперед и попытался установить контакт, произнеся приветствие на английском языке. Существо не реагировало на слова, но его глаза заиграли осмысленным светом. Оно подняло руку, показывая нечто, что напоминало древний артефакт, и медленно направило его в сторону исследователей. Внезапно в воздухе возникла вибрация, и вокруг стало слышно едва уловимое пение, словно лес сам начал резонировать в ответ на присутствие этого существа. Мария, не в силах сдержать любопытство, шагнула ближе, вытянув руку к артефакту. Существо, увидев это, неожиданно испугалось и отступило в тень деревьев.
Охотник закричал, и в его голосе звучала паника. Он предупредил команду о том, что недопустимо приближаться. По его мнению, это существо было святым, и они рисковали навлечь на себя проклятие. Исследователи, почувствовав напряжение, начали осознавать, что этот первый контакт может быть опаснее, чем они предполагали. Они не знали, что делать, дальнейшие действия могли привести к катастрофе или же открыть двери для удивительных открытий. Алексей и Мария обменялись взглядами, понимая, что окружающий лес полон тайн, и каждая ошибка может стать последней. Решение, которое они должны были принять, могло изменить не только их судьбы, но и саму природу их открытия. Существо, наблюдая за исследователями, медленно отступило вглубь леса, при этом продолжая держать артефакт в руках. Алексей и Мария, осознавая серьезность ситуации, обменялись растерянными взглядами. Они знали, что необходимо действовать быстро, чтобы сохранить возможность для дальнейших исследований. Охотник, все еще напряженно смотря на лес, настойчиво указывал в сторону, как будто пытаясь предупредить их об опасности. Алексей принял решение, что необходимо зафиксировать все, что они видят. Он достал камеру и начал снимать то, что происходило вокруг. Тем временем Мария, стараясь не терять времени, записывала все детали о найденном артефакте, который так глубоко волновал ее. Она понимала, что это открытие может быть первым шагом к научному прорыву, который изменит представление человечества о его прошлом. Когда они вернулись к каменным рунным конструкциям, их внимание привлекло новое явление. В воздухе начала крутиться легкая пыль, словно образовывая спирали, и в ней проявлялись очертания различных символов. Алексей запечатлел это на камеру, осознавая, что такое явление может быть ключом к пониманию языка, который использовали люди, обитавшие в этом лесу. Внезапно озарение пришло к Марии. Она вспомнила о своих коллегах, которые работали над расшифровкой древних текстов в других частях мира. Она предложила немедленно связаться с научным сообществом, чтобы привлечь экспертов для анализа находки и попытки установить связь с существом. Алексей, не желая упустить шанс, согласился с ней. Они начали готовить краткий отчет о своих открытиях, включив в него фотографии и видео, которые могли бы заинтересовать ученых. Тем временем туман продолжал сгущаться, и исследователи поняли, что времени у них остается все меньше. Они не могли оставаться в лесу дольше, если не хотели столкнуться с неизвестными последствиями. Согласовав свои действия, команда приняла решение направиться обратно в лагерь, чтобы подготовить все необходимые материалы для отправки в научное сообщество. На обратном пути охотник продолжал вести себя настороженно, а в его глазах читалось беспокойство. Алексей попытался успокоить его, но охотник, похоже, знал, что лес хранит много тайн, которые лучше не трогать. Исследователи, оказавшись в лагере, начали активно работать над документами. Лагерь наполнился звуками, когда они обсуждали свои находки и вдохновлялись идеей привлечь внимание ученых всего мира. Вскоре они связались с университетами и научными институтами, отправив электронные письма с описанием обнаруженного человека и таинственного существа. Алексей добавил ссылки на видео и фотографии, надеясь, что это привлечет внимание не только исследователей, но и журналистов. Тем не менее, команда знала, что это может вызвать и негативную реакцию, особенно если речь зайдет о потенциальной угрозе. Прошло несколько часов, прежде чем они получили ответ. В письме говорилось о возможности привлечения группы ученых, готовых отправиться в глухой лес для дальнейших исследований. Однако в нем также содержалась просьба о том, чтобы исследователи сами воздерживались от дальнейших действий до прибытия группы, что создало конфликт между желанием исследовать и необходимостью соблюдать осторожность. Исследователи были в замешательстве. Охотник, наблюдая за их обсуждениями, снова стал нервничать, и на лице у него появилось выражение тревоги. Он явно чувствовал, что лес не потерпит вмешательства извне. Алексей и Мария понимали, что их открытия могут повлиять на научный прогресс, но цена этого прогресса может быть слишком высокой. Вопрос оставался открытым. Стоит ли рисковать ради науки, когда судьба всего их исследования висела на волоске? Прошло несколько дней в ожидании команды ученых, и исследователи, находясь в лагере, продолжали заниматься анализом собранных образцов. Мария и Алексей трудились, не покладая рук, пытаясь извлечь как можно больше информации из тех данных, что у них были. Они провели множество тестов, используя оборудование, привезенное с собой, и накапливали результаты. Алексей, работающий над образцами тканей найденного человека, был просто поражен результатами. Первые анализы показали, что клетки его кожи были не просто сохраняемыми, но и имели уникальные свойства, которые не встречались ни у одного известного человека.
Он заметил, что клетки делились с необычайной скоростью, и это наводило на мысль о каких-то уникальных генетических мутациях или адаптациях. Это открытие могло перевернуть представление о старении и долголетии. Мария, в свою очередь, сосредоточилась на анализе символов и артефактов, собранных в пещере. Она обратилась к базе данных древних языков и пыталась сопоставить найденные знаки с известными системами. Каждое новое открытие предвещало возможность глубже понять культуру, коей принадлежал найденный человек. Она заметила, что некоторые символы были похожи на изображения, содержащиеся в мифах о древних цивилизациях, которые, по сути, были известны только из легенд. Однако все это время охотник оставался настороженным. Он повторял, что лес не терпит вмешательства и что находка может привлечь внимание сил, о которых они даже не подозревают. Каждую ночь он становился все более тревожным, и в конце концов Алексей и Мария решили, что не могут игнорировать его беспокойство. Они начали обсуждать возможность покинуть лес, если результаты анализов не оправдают ожиданий. На следующее утро команда собралась вокруг стола, на котором были разложены образцы и записи. Алексей, собравшись с духом, начал обсуждать результаты анализов тканей. Он объяснял, что если их находка подтвердится, она может изменить представление о человеческой биологии. Это вызвало восторг у группы, но охотник лишь покачал головой, напоминая о последствиях. В этот момент, когда напряжение достигло предела, один из исследователей заметил, что на одном из образцов появились странные изменения. Под микроскопом стало видно, что клетки начали проявлять аномальные структуры. Исследователи переглянулись. Эти изменения могли означать, что образцы были не просто живыми, но и изменялись в ответ на внешние факторы. Это навело на мысль о том, что женщина, найденная в пещере, могла быть частью чего-то гораздо большего. Тем временем в лагере раздался треск веток, и охотник встал на ноги, настороженно вглядываясь в лес. Все замерли, когда из-за деревьев вышло то же существо, что они видели ранее. Оно снова держало в руках артефакт, и его глаза сверкали с любопытством. Ощущение напряженности нарастало. Охотник схватил оружие, но Алексей остановил его, понимая, что это может быть их шанс на понимание. Существо, не обращая внимания на их страх, медленно подошло ближе, демонстрируя свои намерения. Исследователи почувствовали, что это событие было ключевым моментом. Возможно, оно могло ответить на вопросы, которые возникли в результате их анализа. Алексей и Мария, преодолевая страх, решили сделать еще один шаг навстречу этой загадке, надеясь, что находка, которая могла бы изменить все, на самом деле не станет их последним открытием. Существо, медленно приближаясь, продолжало держать в руках артефакт, который светился мягким светом. Алексей и Мария, собравшись с духом, поняли, что это их шанс понять, что на самом деле произошло с найденным человеком и его культурой. Охотник, все еще настороженный, сжимал оружие, но Алексей жестом остановил его, подавая сигнал о том, что нужно попытаться установить контакт. Существо, остановившись на небольшом расстоянии, подняло артефакт над головой. Внезапно из него вырвался яркий свет, и вокруг загремели звуки, словно лес стал откликаться на его присутствие. Все вокруг них начало колебаться, а символы, выгравированные на камнях, засветились с новой силой. Алексей осознал, что это не просто артефакт, а, возможно, нечто большее, источник силы, который мог объяснить аномалии в состоянии здоровья найденного человека. В этот момент существо произнесло несколько слов на своем языке, и даже если они не понимали, что именно оно говорит, в воздухе повисло ощущение важности момента. Алексей подошел ближе, и вдруг в его голове зазвучали мысли, которые не были его собственными. Он почувствовал, что это существо делится с ним знаниями, которые были утеряны для человечества. В видениях перед его глазами возникали кадры из древнего мира, люди, живущие в гармонии с природой, использующие уникальные знания о травмах и болезнях, которые сохраняли их здоровье на протяжении веков. Алексей видел, как они использовали артефакты, подобные тому, что было в руках существа, для исцеления и продления жизни. В его сознании всплывали имена, которые не имели отношения к современности, но звучали как древние ритуалы, способные поддерживать здоровье на уровне, недоступном современным людям. Мария, наблюдая за тем, как Алексей погружается в видение, почувствовала, что это открытие может стать ключевым для науки. Она, наконец, поняла, что каждый анализ тканей, который они провели, показывал, что тело найденного человека не только не старело, но и имело механизмы самовосстановления, которые могли быть активированы под действием определенных условий, тех самых условий, которые существовали много веков назад.
Тем не менее, в этот момент напряжение достигло своего пика. Охотник, не в силах терпеть, выхватил свое оружие и замахнулся на существо, но Алексей успел остановить его. Он закричал, что это не враг, а, возможно, единственный шанс их цивилизации на понимание собственного прошлого. Охотник, увидев, как существо не реагирует на угрозу, замер, проникая вглубь своих страхов. Существо, поняв, что его намерения неправильно истолковали, опустило артефакт, и свет вокруг начал тускнеть. Алексей осознал, что если они не проявят уважения к этому существу и его знаниям, они могут навсегда потерять возможность узнать истину о состоянии здоровья найденного человека. В этот решающий момент Алексей и Мария поняли, что их судьба и судьба всего человечества зависят от того, смогут ли они наладить контакт и понять, что означает это открытие. В ответ на свои мысли существо подняло артефакт снова, и радужные лучи света начали пронзать туман, создавая вокруг них атмосферу, полную надежды и древней мудрости. Исследователи стояли на пороге открытия, способного изменить их понимание жизни, долголетия и истории человечества. Существо подняло артефакт, и вокруг исследователей вновь возникла световая аура. Алексей и Мария ощутили прилив информации, которая начинала заполнять их сознание. В свете неведомого они увидели кадры из жизни древних обитателей леса. Люди, полные энергии, использовали артефакты, чтобы лечить, собирать урожай и поддерживать здоровье. Окружающий лес наполнился звуками их жизни, смехом, разговорами и звуками природы. Алексей заметил, что жители леса практиковали уникальные методы, которые позволяли им поддерживать здоровье и долголетие. Эти знания объясняли, как найденный человек мог дожить до 291 года. Он видел, как передавали искусство и знания от старших к младшим, создавая прочные связи между поколениями. Вдруг во видениях появились завоеватели. Они шли через лес, ломая деревья и разрушая жилье. Алексей и Мария ощутили горечь и страдания тех, кто терял свои знания и традиции. Завоеватели уничтожали артефакты, которые были важны для культуры и здоровья местного населения. Эти сцены были полны боли и утраты. Алексей понял, что это вторжение стало не просто угрозой, а настоящей катастрофой для коренной культуры. Существо опустило артефакт, и свет вокруг начал меняться. Вместо радужных частиц в воздухе появлялись образы людей, которые оставили свои знания. Алексей осознал, что эти знания не исчезли, а застыли в самом лесу. Есть только один способ вернуть их — это уважение к культуре и ее носителям. Охотник, который наблюдал за происходящим, подошел ближе. Он опустил оружие и произнес слова, которые звучали как молитва. Это было его признание о потере важных знаний и связи с природой. Его жест стал символом нового понимания. Он осознал, что лес является хранителем мудрости, которая требует уважения. Существо снова подняло артефакт, и свет осветил лес, обнажая древние символы на деревьях и камнях. Алексей и Мария понимали, что они стали частью чего-то значительного. Восстановление этих знаний могло стать началом новой эры, когда люди смогут вернуться к своим истокам и восстановить утраченные связи с природой. Однако у них возник вопрос, как сохранить эти знания, не подвергая их риску разрушения. Они осознали необходимость создания безопасного пространства, где древние знания можно было бы исследовать и сохранить. Это пространство могло бы стать местом сотрудничества ученых и местных жителей. Этот момент стал кульминацией их исследования, не только сохранить знания, но и восстановить уважение к культуре, которая когда-то процветала в лесу. Существо сделало шаг вперед, и в руках его вновь засиял свет, как будто подготавливая их к следующему шагу. Алексей и Мария поняли, что теперь они не просто исследователи, а хранители знаний, способные изменить будущее человечества. Существо, держа артефакт, излучало яркий свет, который заполнил лес. Алексей и Мария заметили, как окружающая среда начала меняться. Лес наполнился звуками, и образы людей, которые когда-то жили на этих землях, вновь ожили перед их глазами. Это были кадры из жизни древних обитателей, использующих артефакты для исцеления и поддержания здоровья. Алексей осознал, что найденный человек был частью этой культуры, обладавшей уникальными знаниями о природе и здоровье. Существо указало на лес, и вновь появились образы. Люди в современном мире, которые забыли о своих корнях. Алексей и Мария поняли, что их находка может стать катализатором изменений в обществе. Они начали обсуждать, как интегрировать древние знания в современные методы. В их планах возникла идея создать центр знаний, где ученые и местные жители могли бы сотрудничать, объединяя старинные практики с современными науками.
С помощью охотника, ставшего их союзником, они разработали стратегию создания центра. После возвращения в цивилизацию Алексей и Мария активно работали над проектом. Они начали делиться своими находками, участвуя в конференциях и семинарах, привлекая внимание различных организаций к древним методам исцеления и устойчивого образа жизни. Их усилия собрали широкий круг сторонников, включая ученых, экологов и представителей местных сообществ. Создание Центра знаний в глухом лесу стало символом нового подхода к культуре и природе. Научное сообщество начало рассматривать традиционные знания как важный элемент в исследованиях по экологии и здравоохранению. В центре проводились семинары, где древние практики сочетались с современными методами. Результаты оказались впечатляющими. Участники начали пересматривать свои взгляды на природу и ее сохранение. Центр стал не только исследовательской площадкой, но и местом возрождения старинных традиций. Местные жители начали делиться своими знаниями, а молодое поколение восстанавливало связь с природой, получая новые навыки. И кто бы мог подумать, что в глухом лесу нас ждет 291-летний человек. Если вас вдохновляют такие находки и вы хотите видеть больше, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши исследования и древние традиции, ссылка на донат в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране, и волшебство начнется. Это сотрудничество привело к созданию проектов по восстановлению экосистем, которые вдохновили другие регионы. Таким образом, открытие в глухом лесу изменило не только взгляды ученых, но и отношение общества к природе и культуре. Благодаря усилиям Алексея, Марии и их партнеров, древние знания стали основой для создания устойчивого будущего, в котором культура и природа сосуществуют в гармонии. Память о найденном человеке и его культуре осталась живой. Лес стал хранителем не только забытых знаний, но и надежд на будущее, где люди вновь учатся жить в согласии с природой. История о глухом лесу стала символом восстановления и уважения к тем, кто был здесь раньше. Это был не конец, а начало нового пути для многих, где знания и природа соединяются в единое целое.